Всем здорово! По названию ролика вы поняли, что сегодня я вам покажу, как обычные детали тюнинга превратить в про деталь. Ну и немного вам расскажу, что они добавляют, и все это будет происходить, конечно же, в NFS Mosfont 2012. Ну а с вас же просто на все требуется подписка и лайк, а мы поехали! Начнем с самой первой детали по списку, это шины. Первые покрышки это наши серийные, которые идут с тачкой с самого начала, и до Pro нельзя вкачать. Они чисто так дефолтные, не очень шины, а значит переходим до следующих, не будем на них останавливаться. А следующие шины это шины для бездорожья. Эти покрышки, как понятно из названия, нужны для езды по бездорожью. По обычной трассе их же лучше не использовать, так как они ухудшают разгон и управление там на обычной трассе, но по бездорожью же они не так снижают скорость, как другие шины. Короче, на бездорожье это number one. Их же можно прокачать до Pro, но чтобы прокачать их до Pro, вам нужно всего лишь проехать по бездорожной местности 4572 метра. Вроде много, но на самом деле это не очень много, так что быстренько прокачаете относительно. Покрышки Pro вам помогут не так сильно гасить скорость на обычной трассе и будут почти как серийные по скорости, но только вдобавок еще и будут идеальны по бездорожью. Следующие шины это покрышки для трасс. Для езды по трассе, они самые лучшие, так как добавляют наибольшей скорости из всех шин на обычной дороге. Но чтобы улучшить их до Pro, вам нужно продрифтить, 4572 метра. Чтобы легче продрифтить, просто наяривайте бублики, только не сильно близкие, а так, относительно далеко. Ну, чтобы, внизу, где спидометр, у вас писало не кольцо, а типа то, что вы в дрифте. За 3-5 минут получите покрышки трасса Pro. Как получите Pro покрышки, то они вам ускорят, то вам скорости больше не дадут, ну так куда еще больше, но они будут меньше гасить скорость на бездорожье, а в итоге получится из этих шин просто имбища, где везде валит и не теряют они скорости. Переходим к восстанавливающим покрышкам. У этих покрышек есть своя изюминка, опять же название говорит само за себя. Если вы наедете на шипы от мусоров, то ваши шины через некоторый небольшой промежуток времени сами не накачаются, и вам не придется во время потной гонки искать мастерскую, чтобы починиться. Но чтобы их улучшить до Pro, то вам надо всего лишь 5 раз проехаться по таким же шипам. Просто берите любую гонку, где больше уровень розыска, и едете просто медленно, впереди вас, чтобы ехали корветы, которые вот эти выбрасывают шипы, и чтобы они вас обогнали, и попадайтесь на эти шипы, пока они выпускают их ПКД. И вам даст этот Pro уровень то, что будет меньше задержка перед закачиванием колеса. А то понятное дело, что по стандарту они вам не сразу накачают шины, а через там секунд 5-10 примерно. А с Pro восстанавливающими шинами это будет гораздо быстрее. Следующие шины это шины для дрифта, или дрифт шины. По скрипту они открываются с DLC в NFS Mosfont. Они в принципе как и шины для трассы, только с улучшенным управлением в дрифте. Ну а чтобы они стали Pro, вам нужно тоже продрифтить, только не 4000 метров, а просто сделать 5 затяжных таких дрифтов. Это на самом деле очень просто сделать, просто берете затяжной дрифт, делаете и все 5 раз. И Pro покрышки вам по характеристикам, как ни странно, ничего не улучшат, но сделают дым цветным в дрифте. Естественно, вы же заплатили свои деньги кровные. Вот мы с покрышками закончили, переходим к закиси азота. Первым по списку нитро идет это впрыск нитро, что означает, что вы можете его использовать в любой момент и сколько захотите. Чтобы его вкачать до Pro, вам нужно всего-то проехать с использованием этого нитро 300 секунд. После прокачки до Pro вам добавится больше объем этого нитро, то есть нитро сможете вы дольше использовать. Ну а чтобы эти 300 секунд быстрее прошли, берете мастерскую и туда-сюда вот так ездите, туда-сюда и обратно, и быстро относительно пролетят эти 300 секунд. А мы переходим далее.
Далее это полная нитро. Оно отличается от прыска тем, что его вы можете использовать, пока полная шкала нитро не заполнится, то использовать не получится. Но потом, когда оно накопится, то даст вам очень резкое ускорение на некоторое время. А чтобы получить его про, вам нужно будет это нитро использовать всего-то 25 раз, после чего же откроется полная нитро про. Но опять же, как с прыском нитро, едете в мастерскую и туда-сюда вот так ездите 25 раз. И вот вам доступна полная нитро про. Но благодаря этому Nitro Pro увеличится время ускорения, а значит вас будет дольше ускорять эта безумная тяга. И последнее по списку нитро — это прыжок нитро. На земле оно вам даст ускорение. Столько же, сколько и впрыск нитро. То есть его можно в любой момент будет включить, когда захотите и сколько захотите потратить. Только вот момент, оно на земле будет тратиться очень быстро. Ну а теперь его фишка. Прыжок нитро вам даст огромный толчок в воздухе, то есть же ускорение по сравнению с другими нитрами. И еще одна его фишка — это то, что когда вы докачаете его до про, то ваш дым будет краситься разными цветами. Впрочем, как и дрифт по крышке. DLC, что сказать. По факту, такое себе нитро. Вот кому в воздухе понадобится нитро? Ну да ладно, скажу лучше, как сделать его про. Вам нужно будет сделать 3 прыжка по 50 метров. Просто, короче, берете любой трамплин и прыгаете 5 раз. Вот оно у вас и будет сразу про. Как прыгнете 5 раз. А теперь шасси. Первое — это наше серийное, то есть ничего не прибавляет, просто стандартное. Давайте на других деталях я на нем акцентировать внимание тоже не буду. Первое шасси, а точнее второе, это по списку, это легкий вес. Он вам, как видно по названию, уменьшит вес, за счет чего повысится ваш разгон и управление. Чтобы вкачать до про, вам потребуется пробыть в воздухе суммарно 1 минуту. Быстрый способ — это поехать на аэродром, который доступен только с DLC. И там есть на краю 2 трамплина, то есть на краю этого аэропорта там взлетная полоса, и там будет 2 трамплина, один в одну сторону, другой в другую. И просто берете и прыгаете в одну сторону и в другую на этих трамплинах. И у вас быстро эта минута пройдет. Ну, тоже относительно быстро. Зато после этого легковое шасси приобретет большую жесткость по сравнению с обычным легким весом. И на скорости это никак не скажется. Следующее идет усиленное шасси. За счет большей жесткости у вас повысится вес авто и немного ухудшится разгон и управление. Но благодаря жесткости вы сможете не так часто разбиваться об другие машины на скорости. Но чтобы шасси стало про, нужно разбить 10 мусорских тачек, только надо разбить на нормальной скорости. А то если его чуть-чуть зацепить, то не засчитается на маленькой скорости. А лучше вообще взять, так врезаться, чтобы на экране написало у вас посередине удар и плюс 450 спидпоинтов. Тогда точно засчитает. Вот когда 10 копов разобьете, то это вам даст меньше вес стандартного усиленного шасси. Даже, по-моему, и разгон немного увеличится за счет уменьшения веса. В общем, все так же, как и с легким весом, только наоборот. Таран шасси — это почти то же самое, что и усиленное, только оно весит как и серийное, а значит не ухудшает скорость и управление. А чтобы получить деталь про, вам нужно 25 раз проехать близко по встречке мимо машины. Это же вам прибавит к таран шасси то, что вы от фронтальных столкновений с машинами будете меньше терять свою скорость. А теперь перейдем к кузову. Первое по списку — это аэродинамический кузов, он вам добавит ускорение и скорость. Жесткость же останется как и у серийного. Чтобы он стал про, вам нужно будет проехать в слипстриме 2 минуты. Слипстрим — это поток воздуха, который идет из-за машины, идущей спереди. Гражданские авто тут не подойдут. Слипстрим можно получить только от гонщиков либо от копов. Легче всего провести 20 секунд в слипстриме — это по широкополосной дороге и ехать
проехать и закопом. Почему по широкой именно? Да потому что в городе по неширокой дороге, по обычной, будет медленно ехать коп, и слипстрим вы не будете получать. Так как, чтобы он начал получаться, вам нужно будет ехать больше 80 км в час, но лучше не превышайте скорость больше 175 км в час, так как коп начнет погоню за вами, и вам придется угонять. И ни о каком слипстриме тут и речи не может быть. Просто едьте больше 80 км в час за копом, и будет вам счастье. Аэродинамический кузов с улучшением Pro будет лучше управляться и скорости быстрее будет набирать. Затем идет кузов защита от удара. Он увеличит у машины жесткость и управление, а скорость и вес останется как и у серийного кузова. Вот только тут жесткость означает то, если вас будут таранить, то вы не будете терять управление, а останетесь в стабильном положении. Ну а чтобы улучшить до Pro, надо уйти 2 раза от столкновения. Вы подумаете, ай, тут так мало вообще, изи улучшить будет. А не так все просто. Чтобы уйти от столкновения, вам не просто нужно близко проехать мимо проезжающей машины, а вам нужно будет проехать рядом, когда гонщик или коп врежется и разобьется обо что-то, а вы проехали же мимо. Только вы не должны специально врезаться в копа или гонщика, чтобы он разбился. Он должен сделать это сам, а вы проехать относительно близко. Как вы получите Pro, то когда вы будете таранить соперников, их сильнее будет мотылять и колбасить. И вот мы подошли к концу этой трансмиссии. Рассмотрим длинную КПП. Из-за того, что у нее выше число передаточных передач, то вырастет максимальная скорость машины, но снизится его ускорение. Чтобы улучшить до Pro, вам нужно просто проехать по встречке 9144 метра. Вообще, звучит очень дохера, но я думаю, вы справитесь. И когда вы установите длинную КПП, то максимальная скорость останется в принципе той же, но ускорение не будет уже так сильно резаться. Идем далее. Короткая КПП это же противоположность длинной, у нее меньшее число передаточных чисел, за счет этого машина лучше ускоряется, но максимальная скорость ее уменьшится. А чтобы она стала Pro, вам нужно сделать 25 любых близких проездов мимо других машин, и оно вам добавит максимальную скорость, а ускорение останется таким же. Ну как я и говорил, все противоположно длинной КПП. Вот я тебе и рассказал о деталях в NFS Most Wanted 2012 и как их улучшить до Pro уровня. А если тебе не трудно или ты хочешь меня отблагодарить, то просто поставь лайк и подпишись на канал. Ну, адьос, амигос.